Всем привет, друзья! Посмотрите, какие у меня красивые бусинки есть. Это яшма 10 миллиметров и вот такие бусины граненые. Цвет очень красивый, кофейный. Ну, я думаю, кофе с молоком даже. Есть такие прожилочки бежевого цвета. Посмотрите, как здорово смотрятся эти бусины, но я к ним не могла долго подобрать ни кулона, ни каких-нибудь других бусин. Потом я нашла у себя вот такой кабошончик. Посмотрите, тоже яшма и подходит по цвету. Но я делала этот кабошон, сейчас я покажу, вот с таким бэликом. Он у меня был вклеен, этот камень. Я думала сначала сделать вот такое украшение, но как-то мне скучно стало, слишком очень простенько. И я решила уже потом снять этот бейл. Еле сняла его, вклеивала хорошим клеем, он держался хорошо, но с трудом я его сняла. Потом думала просто обшить бисером, тоже скучновато, да, но и мне хотелось, конечно, к этим бусинам какие-нибудь другие подобрать. И я нашла у себя вот такие бусинки. Посмотрите, как они хорошо подходят друг к другу. Бирюзовый такой цвет. Это, сейчас я скажу, это у меня варисцит натуральный. Я покупала эти бусины в магазине Аметист. Вот на них была бирочка. И я приложила, когда посмотрела, и мне понравился этот вариант. Мне кажется, они очень хорошо с друг другом сочетаются. Как на ваш взгляд? Скажите, напишите, пожалуйста, интересно. Нравится вам такое сочетание? Они тоже граненые. Здесь очень красивый бирюзовый цвет. Здесь есть вкрапления такие. Конечно, они немного желтоватые, но я думаю, ничего страшного. Тоже хорошо будет. И эти бусинки, видите, они собраны через ниточку. Здесь уже был замочек. Но я когда и покупала, я, естественно, их для разбора брала. Очень красиво. Они граненые, 8 миллиметров. И я потом уже решила поставить в 2 ряда бусины. Конечно же, обшить вот этот кабошон красивый. Потом, когда мне пришли вот эти кабошончики с Алиэкспресса, я приложила и думаю, конечно же, он хорошо подходит, этот камень. Потом я еще вот выписала 2 таких, пришли уже немного другой оттенок немного и рисунок другой. Вот эти мне первые приходили 2 кабошона. Один я уже использовала в украшения, и они немного потемнее были, 2 кабошончика. Приходят 2 в комплекте. Я решила еще выписать. Мне очень понравились эти камни. Это натуральный камень. И они хорошо, посмотрите, как сочетаются с этими бусинами. На мой взгляд, конечно. Может быть, кому-то и не понравится. Ну, и я решила сделать двухрядное украшение. Этот я убираю кабошон, потому что он немного темнее. Не очень подходит. А вот эти 2, они посветлее. И я, наверное, вот все-таки вот этот сделаю в украшении. Ну и я решила вышить кулон своими руками. Сделать красоту хочется. Наверное, вот будет сверху у меня находиться вот этот кабошончик. Потом я нашла у себя вот такую медную подвеску. Она идет с петельками. Здесь можно подвесить. Ну и я никак ее не применяла. Не доходили руки. Так как я планирую делать с медной фурнитурой, мне кажется, больше всего сюда подойдет медная фурнитура. Сначала я думала с бронзовой, но как-то не очень она смотрится, на мой взгляд. И я решила все-таки медную фурнитуру поставить. Пришью вот этот
вот эту подвеску, коннектор. И вот этот кабошончик. Очень уж красивый он. Видно, что это натуральный, с такими изъянами натуральными. И я думаю, вот так его пришить. Потом здесь, я думаю, бейлик поставить. Здесь у меня цветочки. И здесь цветочки. Если я потом пришью вот этот бейлик, в этот бейл я поставлю вот эти бусинки. Бирюзовые, варисцита. Ну а здесь у меня этот пришит будет бейл. К нему я, наверное, уже буду вводить вот эти бусины. Ну а будет это, наверное, тросик, скорее всего. А может быть и мемори проволока подойдет, я еще не знаю. Сначала мне нужно сделать кулон красивый. У меня сейчас на первом плане задача красиво вышить кулон. И я планирую примерно вот так это сделать. Так как я планирую с медной фурнитурой, наверное, у меня будет вот такой бисер медного цвета. Ну и такой же мелкий. Пятнашечка, это у меня 11 номер. Это 15. Ну и, конечно, есть у меня вот такой бисер. Это с Алиэкспресс бисер. Очень мне понравился. Я много заказала еще бисера с Алиэкспресс. Очень ровный, качественный бисер. Я довольна. И посмотрите, вот этот цвет, как хорошо подходит и к бусинам, и к кабошончику. Ранее я покупала его. Ну вот не знаю, подойдет ли этот цвет. Он очень светлый. Светлое кофе такое. Посмотрю, если не подойдет, у меня есть вот такой бисер. Но это уже идет чешский бисер. Но цвет очень хорошо подходит к кабошону. Может быть, и им обошью. Ну вот такая у меня задача. Буду сейчас делать кулончик. Ну и буду показывать, может быть, процессы вам. Ну вот, как у меня получился кулончик. Обшила я бисером все. Прикрепила бейл. С двух сторон я прикрепила вот здесь. Все равно здесь надену бусы, когда камни. Это все закроется. И не будет видно. Здесь в петельке я пришила бусинки. И теперь мне надо обрезать это все. Пришить бейл. Я, наверное, его пропущу между кожей и фетром. Ну и теперь я все это обрежу красиво и приклею кожу. Конечно, надо здесь картон поставить между кожей, потому что, видите, он подвижный такой. Я хочу, чтобы он ровно лежал, не сгибался. И уже обошью и вернусь к вам, будем делать вместе бусы. Ну вот, кулон мой готовый. Я доделала все, обшила бисером 15 номером обшивала. Здесь я поставила филигрань и тоже пришила 15 бисер. Вот так у меня получилось. Посмотрите, как красиво. На мой взгляд, это получилось. И как подходят бусинки. Ну и теперь я буду собирать на мемори проволоку. Верхний ряд будет у меня бирюзовые бусины. И сюда я проведу второй ряд. Но здесь я хочу поставить бусинки какие-нибудь, чтобы не было видно мемори проволоку, не проглядывалась она. Я заполню это пространство, наверное, вот этими маленькими бусинками. 4, наверное, миллиметра, не помню, будет написано. Медного цвета. И они будут проглядываться, наверное. Сейчас я их нанизаю и посмотрим, как же это будет смотреться. Ну вот, я заполнила это пространство и не видно мемори проволоки. Посмотрите, просто там проглядываются шарики. Ну и проглядывается фетр. Мне кажется, это очень наоборот красиво. Бирюзового такого же цвета, как и бусины.
И нижний ряд у меня будет, наверное, вот эти коричневые бусины. И надо поставить, я думаю, вот эти проставочные бусинки плоские, ромашечки. Я поставлю вот сюда с краю, чтобы закрыть отверстие и было красиво. Ну и теперь я буду нанизывать бусины. Не знаю, нужны шапочки или нет, а может быть шапочки поставить. Можно надеть и посмотреть, как это будет выглядеть. У меня есть вот такая красивая шапочка, тоже медного цвета. Я их покупала, по-моему, в Леонардо. Можно поставить, да, можно. Смотрится неплохо. Просто вначале их поставлю и больше никаких, наверное, не буду проставлять шапочек. Но я хочу между бусин, наверное, проставлять вот такие гематитовые бусинки. У них цвет тоже медный. Я думаю, будет красиво смотреться. Вот такие вот. Видно вам, да, бусинки? Они будут переливаться. Я сейчас посмотрю, как они. Мне кажется, будет хорошо. Надо надеть и посмотреть. Я думаю, смотрится неплохо. Можно было без них поставить. Но тогда может и бусин не хватить. Я же хочу эти бусины потом проставить на окончание. Ну и тут в первом ряду будут, наверное, эти бусины. Я хочу, наверное, поставить больше бирюзовых, а более коричневых подальше. Вот сейчас я выберу такие бирюзовые, прям бирюзовые в начале, да, будет красиво смотреться. И я думаю, бейлик, вот этот бейл, надо прикрыть вот такой вот красивой бусиной проставочной. Я часто так делаю. Они хорошо заходят в бейл, в отверстие и ложатся потом. И держится бейл хорошо, вот посмотрите. Да? Вот, видно вам, да? Вот. Ну и теперь бусинки. Надо мне нанизать, так как я потом буду соединять вот здесь мемори проволоку. Я нашла вот такие у себя, ой, вот такие колпачки, плоские они, медного цвета, красивые. И я все крепление спрячу в эти колпачки. Я покажу, как буду делать. Сейчас я нанизаю бусинки все и посмотрим, что будет. Вот, посмотрите, как у меня получается красиво. Необычно что-то. И теперь мне надо поставить вот эти колпачки. Здесь я, конечно, одела маленькие бусинки, чтобы они там стояли, если видно, чтобы не было видно мемори проволоку. Ну, а здесь она не будет проглядываться, потому что бусина крупная, и она закрывает все. Здесь бусина поменьше, поэтому там может проглядываться. Теперь мне надо здесь, с этой стороны, закрутить петельку, чтобы потом надеть на вот эту часть. Сейчас я ее закручу и покажу потом, в какую сторону я ее крутила. Вот закрутила я петельку. И теперь мне надо провести вот этот край мемори проволоки в эту петельку. Проводим. Вот так получается. Видите? И она будет держаться. Теперь мемори проволока, нижний ряд. И вот так вот закрываем колпачком. Так как здесь отверстие не маленькое, оно крупное. Теперь мне надо еще, наверное, туда надеть вот такие бусинки, чтобы до конца они там легли. Теперь я хочу вот такую опять-таки проставить бусинку, чтобы она в это отверстие улеглась. И будет держать уже тогда верхний ряд. Может быть, еще даже проставить туда маленькую бусинку. Я так думаю, чтобы вот это пространство, вот это вот промежуток,
был заполнен. И теперь надеваем эту бусинку. Ну и теперь я не знаю. Дальше уже будут вот эти бусинки. Но здесь можно поставить тоже шапочку какую-нибудь красивую. Видите, я здесь поставила какие шапочки. Не видно, да? Вот эти вот ажурные. Я уже как-то показывала их в распаковке. И они смотрятся красиво. Просто такие тоненькие-тоненькие. И они, посмотрите, как смотрятся здесь красиво в начале. Так. Ну вот теперь я сейчас поставлю какую-нибудь шапочку и буду смотреть, как оно выглядит, и покажу вам. Вот такую я нашла у себя бусину. Я уже такие бусины показывала. Я их покупаю в интернет-магазин Дом бусин. Тут посмотрите, какие красивые цветочки. И здесь отверстие крупное, но когда вот так ставим, они очень красиво смотрятся. Медного цвета. Я, наверное, там всю фурнитуру медного цвета скупила, которой я не нашла на Алиэкспрессе. Поэтому таких бусин я не видела на Алиэкспрессе. А вот в этом магазине я нашла их разных цветов. И вот посмотрите, как они смотрятся здесь. Мне кажется, красиво. А вам как? На мой взгляд. Ну вот. И теперь я хочу, наверное, вот эти бусинки, более такие, а может быть и все подряд уже ставить. Большую, маленькую. Сейчас, наверное, я сделаю вторую сторону, чтобы уже было одинаково. И потом я буду уже до конца нанизывать бусины. Ну вот, все я надела, все бусинки. Поставила даже вот такие. Я показывала, как они здесь смотрятся хорошо с медной фурнитурой. Одну сторону я уже закрыла. Поставила удлиняющую цепочку. Цепочка очень хорошего качества. Мне нравится. У нее колечки все спаяны, но они размыкаются. Поставила вот такой листик на окончание. Так как здесь цветочная тема, хорошо подходит листик. Ну, и вот такой вот карабинчик я подобрала. Тоже хорошо подойдет. Крупненький. Как и здесь все крупненькое такое. И теперь мне надо это подтянуть все. Хорошо здесь посмотреть, чтобы все ложилось. И подтягиваем. Оставлять надо здесь примерно сантиметр этого мемори проволоки. Оставляем. И отрезаем. И теперь надо загнуть колечко. Мне не очень удобно, от себя далеко, и мемори проволока очень тяжело загибается, поэтому я немножко вам вот покажу вот в эту сторону, наоборот, вот в эту сторону я буду загибать колечко. Ну вот, мое украшение готово. Вот такая застежка сзади получилась с удлиняющей цепочкой. И вот это решение, как спрятать крепление двухрядное, соединение мемори проволоки под такие колпачки. Если у вас вдруг нет таких колпачков, можно это вот сделать на вот таких бейликах, поставить бейлы и к вот этому колечку подсоединить мемори проволоку можно. И так тоже я делала. Есть у меня видео, как это креплю я. Ну и вот такое интересное решение с кулоном. Напишите комментарий, мне очень будет интересно ваше мнение. Очень мало комментариев. Пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. Пальчики ставьте, мне будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления, потому что очень много интересного будет впереди. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!